тот ледяной зимний вечер у входа в небольшой приют для животных кто-то оставил картонную коробку. Внутри, съежившись от холода и страха, лежала рыжая кошка с растрепанной шерстью и огромными испуганными глазами. Ее тяжелое, прерывистое дыхание и большой, округлый живот ясно говорили: роды уже близко. Это было самое неподходящее время, чтобы оказаться одной именно тогда, когда ей больше всего нужны были тепло, безопасность и забота. Максим, помощник приюта, вышел вынести мусор и почти споткнулся о коробку. Он замер, сердце сжалось от боли. Боже правый, кто мог сделать такое? Тихо выдохнул он, опускаясь на корточки, чтобы рассмотреть животное. Кошка не шевелилась, лишь смотрела на него широким, бездонным взглядом, в котором читалась полная утрата доверия. Не было слышно ни звука, только гнетущая тишина отчаяния. Максим медленно протянул руку, но кошка отпрянула в угол. «Все хорошо, девочка. Ты теперь в безопасности», — мягко сказал он, хотя понимал, что слова вряд ли смогут ее утешить. Осторожно подняв коробку, он отнес ее внутрь. Ей приготовили теплую подстилку, поставили воду и еду, но она почти не притрагивалась к пище, лишь напряженно следила за дверью, будто ожидая, что ее снова вынесут на холод. К утру вся история рыжей кошки стала известна в приюте. Беременных обычно не брали, но теперь она стала общим горем и заботой. Ветеринар доктор Алексеев, аккуратно прощупав ее живот, подтвердил: роды со дня на день. Поразительно, насколько она внешне спокойна, учитывая пережитое. Однако в ее прикрытых глазах читалось не спокойствие, а глубокая покорность судьбе, словно она уже прошла через столько, что страх отступил, оставив лишь усталую готовность ко всему. Ей дали имя Корица. Никаких следов хозяев найти не удалось, ни микрочипа, ни ошейника, только потрепанная синяя бирка на шерсти, слабый намек на то, что когда-то у нее был дом. Помощники только разводили руками. Как можно бросить животное в такой момент? Возможно, прежние хозяева испугались ответственности или расходов. Статистика безжалостна. Одна нестерилизованная кошка за жизнь может произвести на свет более 200 котят. А может, ее просто никогда по-настоящему не любили, сделав еще одной жертвой человеческого равнодушия. Корица же хранила молчание. Она почти не ела, мало пила и, казалось, находила каплю утешения лишь тогда, когда кто-то садился рядом с ее коробкой, не пытаясь прикоснуться, просто безмолвно присутствуя. Внутри у нее была незаживающая рана. Елена, одна из волонтеров, подготовила для нее уютный родильный уголок с мягкими пледами и даже включала тихую музыку, надеясь создать атмосферу покоя. «Они чувствуют гораздо больше, чем мы думаем», — говорила она, веря, что душевное участие может помочь. Но тревога не отпускала Корицу. Она металась по коробке, ложилась и снова вставала, будто искала чего-то, что было навсегда утрачено. Любой резкий звук заставлял ее вздрагивать и съеживаться. Время шло, а роды не наступали. Доктор Алексеев начал беспокоиться. Если она не расслабится, процесс может остановиться, и это будет опасно для нее и для котят. Страх поселился и среди людей. Что, если что-то пойдет не так? Что, если потребуется операция? Корица, словно чувствуя это всеобщее напряжение, становилась еще тише и настороженнее. Дни ожидания тянулись мучительно. Ее живот становился все тяжелее, движение медленнее. Она ходила по комнате бесконечными кругами, обнюхивая углы, будто пытаясь найти то единственное, безопасное место, которого не существовало. Она уже значительно превысила нормальные сроки, констатировал Алексеев. Возможно, психологическая травма блокирует естественные процессы. Однажды ночью Корица издала протяжный стон и замерла на боку. Все бросились к ней, приготовив полотенца и грелки, затаив дыхание. Но через полчаса она вдруг поднялась, подошла к миске и начала спокойно пить воду, словно ничего не произошло. Это было уже третье ложное начало,
и нервы у всех были на пределе. На пятую ночь дежурства Елена осталась с ней один на один. Усталая, она присела рядом с коробкой и, глядя в огромные глаза кошки, прошептала: «Чего же ты ждешь, малышка? Что тебе нужно, чтобы почувствовать себя в безопасности?» И тогда случилось невероятное. Корица медленно, невероятно медленно, сделала шаг вперед. Еще один. Она наклонила голову и легонько ткнулась лбом в ладонь Елены. Девушка замерла, чувствуя, как слезы сами катятся по ее щекам. Корица закрыла глаза и облегченно вздохнула, полностью доверив свой вес этой опоре. Вот оно ей нужно было не просто укрытие. Ей нужно было снова научиться доверять, поняла Елена. Она не двигалась несколько часов, пока корица, наконец, не погрузилась в спокойный сон. На следующее утро все изменилось. Корица лежала, свернувшись клубком, но ее взгляд стал другим, сосредоточенным и твердым. И вдруг тишину прорезал резкий крик. На этот раз все было по-настоящему. Ветеринары, затаив дыхание, наблюдали, как природа берет свое. Появился первый котенок, крошечный, влажный рыжеватый комочек шерсти. Вслепую тычась розовым носиком, он искал тепло. Корица, движимая древним инстинктом, тут же принялась его вылизывать, грубым языком пробуждая в нем жизнь. За первым последовал второй, третий, комната замерла в изумлении. Шел уже пятый, шестой котенок. «Это больше нормы», — пробормотал доктор Алексеев. Но корица не останавливалась. Седьмой, восьмой, девятый, 10-й, когда появился 11-й, в приюте воцарилась полнейшая, оглушительная тишина. 11 котят. Такое случается невероятно редко. И тут доктор Алексеев, осматривая корицу, сделал еще одно потрясающее открытие. Его лицо побледнело. «У нее 11 сосков», — произнес он едва слышно. У кошек обычно бывает 6 или 8. 11 — это аномалия, нарушающая все обычные правила. Казалось, сама природа подготовила ее тело именно для этого помета, дав ровно столько, сколько было нужно. В последующей неделе 11 рыжих котят, окруженные материнской заботой, крепли и росли. Позже каждый из них обрел свой дом. А когда пришло время, нашлась любящая семья и для самой корицы, терпеливой и бесстрашной рыжей кошки, которая, пройдя через предательство и холод, подарила миру целую вселенную новой жизни. Ее история стала тихим напоминанием о том, что даже в самых темных обстоятельствах возможны чудеса, а надежда и доверие способны преодолеть любую травму. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!